Друзья, вы готовы к путешествию в Зазеркалье вместе с Фавионычем? Если готовы, тогда вы знаете, что делать. И не забудьте про наш Телеграм. Мы открываем наш осенний туманный сезон. И рубрика будет называться «Фотоскопление». Фотоскопление. Расшифровывайте по словам. Зенит и очень интересный, необычный объектив. Кто-нибудь, может быть, когда-нибудь. Вопросов, что это за техника? Гранит. Да. Ну, я думаю, что гранит фотографии еще не до конца раскушен, да, скорее всего, да. Все, что можно снимать и что нельзя снимать, это фотоскопия. Что в некотором роде это путешествие в зеркальный мир. Это не случайно. У нас вышло солнце, и тема сегодняшнего выпуска связана с очень старой техникой, которой я сегодня решил вновь вернуться. В нашем городе наступил очень сильный туман, и чтобы развеять какие-то мысли, я хочу вам сделать небольшой сюрприз. Сегодня будет с вами Однолицый. И Однолицый спросит у молодежи. Что спросит? Простые вопросы про фотографию, как вы поняли. Потому что Фавионыч их не задает нифига. Так что приходится Однолицому все это делать. Благо он меня попросил сделать интервью. Много слов, да? Фавионыч говорит, слишком много слов. Поконкретней, пожалуйста. То мы тут уже заждались все тебя. Друзья, познакомился с интересным молодым человеком, который мне подогнал очень необычную вещь. Вот он, может быть, расскажет вам, как она к нему попала и какое отношение вообще он имеет к фотографии, что вообще впечатлило его. Ну, у меня дедушка, у него была своя фотостудия, вот, у меня осталось очень много линз от него, вот, а он, ушел из жизни скоропостижно, не так давно, вот, и я не очень сильно увлекаюсь фотографиями. Здесь, по-моему, кроме Фавионыча никто фотографией не увлекается. Поэтому решил, так сказать, подарить людям, так сказать, нечто старое. Возможно. Тем более старое. Старое это не значит плохое. Возможно, да. Возможно. Ну, где-нибудь его использовали, нет? Попробовали куда-нибудь поставить? У меня новый современный фотоаппарат, и я не смог никуда его поставить. А чем пользуетесь? Беззеркальный или зеркальный? Зеркальный, конечно. Зеркальный? Да. Считаете, что зеркальный интереснее, чем беззеркалка, да? Короче, опять это зеркальная мафия, кругом она. Конечно. Там гораздо больше цветофильтров подходящих. Какие нафиг светофильтры? Это Фавионыч один идиот стеклянными фильтрами пользуется. Весь мир уже в фотошопе, в искусственном интеллекте. Все ИИ обрабатывает. Лаквич классно. А зеркало не мешает вам снимать что-то такое? Фавионыч, это тебе все мешает, что-то лишнее. Молодежь все знает, ему ничего не мешает. Вы в основном со штатива снимаете или без? Слушай, Фавионыч, отстань ты от человека со своими штативами, уже достал. Какие штативы? Сейчас везде оптическая стабилизация. Ну, вообще, у меня есть штатив, он тоже старый, А какие жанры предпочитаете больше? Жанр чего? Ну, жанр фотографии стрит. Фавионыч, жанр сейчас один, фотоскопия. Ты знаешь, что такое? И какой системы? Правильной, неправильной? Жду комментариев. Все, что можно снимать и что нельзя снимать, это фотоскопия. Да, стрит скорее. Стрит? Стрит. Скорее всего, да. Чем стрит, вы считаете, интересен для начинающих фотографов? Хотя я считаю, что стрит все-таки сложный жанр. И Фавионыч, ты явно не в себе. Стрит сложный жанр. Какой сложный? Нашел человека, затаился где-нибудь и брессонить, и петросянить, и вперед. Да. Это уже для подготовленного человека. Ну, тут смотря как рассматривать вопрос сложности. И для каждого по-своему, я считаю, этот жанр можно как-то рассмотреть.
Вы можете фотографировать какой-нибудь граффити, это тоже может быть стрит. Ну, стрит-арт, да. 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 Вообще есть такое мнение, что стрит-фотография не монетизируется. Вы считаете, что это правильно, или это все домыслы людей? Домыслы. Домыслы, да? Смотря какая фотография, как ее преподнести. Кто вам нравится из старых фотографов или современных? Кто вам близок по тому, что вы черпаете какие-то у него, может быть... Черпает ложкой суп к обеду. А мы изучаем фотоскопию. Вопрос сложный. Затрудняюсь ответить, не знаю. В музей ходите? Конечно, в Эрмитаж там. Я понял. Но люди просто говорят, что вот достаточно просто ходить, нажимать на кнопку, не надо ходить в музей, не надо читать книги, да? Самая лучшая фотография та, к которой ты не готовился. Да, правильно, верно, абсолютно. Да, друзья, ну вот я думаю, что ответы на вопросы возникнут еще больше у вас вопросов, что это за техника. Гранит. Да, да. Ну, я думаю, что гранит фотографии еще не до конца раскушен, да, скорее всего, да. Еще последний вопрос. Как вы видите дальнейшее развитие, вот после того, что сейчас происходит в мире, развитие именно фотографии? Об этом сейчас очень многие говорят. И что вы считаете самое важное для фотографа? Второй вопрос. Техника, знания или еще что-то, может быть, Деньги. какие-то... Деньги? Деньги. Да. Никогда не знаешь, когда они закончатся, а фотография... А что будет с фотографией через год? Смотря с какой. Ну, если фото, то обесценивается с каждым годом, по сути. Ну, то есть идет направление именно индивидуальной авторской фотографии, да. то есть массовая социальная фотография умирает, правильно я понимаю? Да. Спасибо. Ну, если говорить поконкретнее, друзья, тогда стоит вспомнить о том, что в Советском Союзе, который воспроизводил огромное количество оптических качественных приборов, была компания, которая делала в том числе объективы с переменным фокусным расстоянием. Это были одни из самых дорогих объективов, которые выпускались для гражданских, для военных нужд. И одним из таких объективов был Гранит 11. Этот объектив стоил больших денег, и большинство фотолюбителей он был недоступен. Не только потому, что его не купить, а потому что он и в магазинах-то практически не появлялся. Я имею в виду конкретно с этой оптикой. Я помню из 80-х, что достаточно сложно было найти этот объектив. У меня не получалось. Ну, а в дальнейшем мы, конечно, будем его тестировать на различных системах и посмотрим, насколько вот эта тяжеленная штуковина будет конкурентна современной оптике. Пора переходить на полузимнюю одежду, друзья, из-за ветра.